В глубине приюта Carson Animal Care Center, расположенного в Гардене, штат Калифорния, время словно теряет свой привычный ритм. Это место нельзя назвать злодейским или жестоким. Люди, работающие здесь, изо всех сил стараются обогреть каждого питомца, но правила муниципального учреждения неумолимы. Это приют с высоким уровнем эвтаназии, куда ежедневно попадают десятки отказных, потерянных и просто ненужных животных. Гулкий бетонный коридор непрерывно наполнен разношерстным эхом. Где-то отчаянно лает старый питбуль, пытающийся привлечь внимание хоть кого-то, где-то тихо скулит маленький щенявка, а в дальнем углу слышен сухой шелест лап по кафелю. В одной из таких тесных вольерных клеток жил Бенни, молодой пес, смесь питбуля и метиса с гладкой темной шерстью. Ему исполнилось всего 8 месяцев. В этом возрасте щенки обычно осваивают первые команды на зеленом газоне, грызут любимые игрушки, носятся за мячом и спят на мягких хозяйских диванах. Но судьба Бенни распорядилась иначе. Вместо мягкой подстилки и домашнего тепла его миром стал прямоугольник из холодных стен, железная решетка и непрекращающийся шум чужой тревоги. Бенни был удивительно скромным и даже роботким псом. В отличие от более бойких соседей, которые прыгали на сетку вольера всякий раз, когда вдоль рядов проходили посетители, Бенни чаще всего отсаживался вглубь своей клетки. Его выразительные глубокие карие глаза внимательно следили за каждым шагом потенциальных хозяев. В них смешивались застенчивость, глубокая печаль и едва уловимый огонек надежды. Однако именно из-за своей скромности Бенни регулярно оставался незамеченным. Люди проходили мимо, их взгляды скользили по нему и цеплялись за более громких или ярких собак. Недели пребывания в приюте складывались в бесконечный угнетающий круг. Каждое утро начиналось одинаково: стук металлических мисок, сухой корм, короткая уборка вольеров и длинные часы ожидания. В условиях переполненного муниципального приюта перечень списка на усыпление обновлялся регулярно. С каждым днем, проведенным за решеткой, шансы молодого пса найти дом таяли. Скромный характер, который мог бы стать украшением любой семьи, здесь играл против него. Пес угасал, все больше времени проводя лежа на холодном полу, опустив морду на передние лапы. Но доброта и чудеса случаются даже в самых мрачных местах. В один из обычных дней коридор приюта озарился новым движением. К клетке Бенни подошла сотрудник волонтерской службы, а рядом с ней стояла семья. Люди, которые пришли в приют не просто посмотреть, а с твердым намерением открыть свое сердце и двери своего дома для той собаки, которая нуждается в этом больше всего. Волонтер нежно окликнула пса и начала отпирать замок. Для Бенни этот звук обычно означал лишь короткую рутину или очередную тревогу. Когда железная дверь со скрипом отворилась, пес на мгновение замер. Он отступил в самый дальний угол вольера, прижав уши и неуверенно смотря на вошедшую женщину. В его поведении читался страх перед неизвестностью и многомесячный опыт изоляции. В руках у сотрудницы был яркий красный поводок. На языке приютов этот красный поводок не просто элемент экипировки. Это символ, знаменующий так называемый «Freedom Walk» — марш свободы, путь, который проходит собака от стен заточения до машины своих новых владельцев. Волонтер медленно протянула руку, ласково заговорив с Бенни. Пес сделал осторожный шаг вперед. Он протянул нос, принюхиваясь к поводку, затем нагнул голову, позволяя аккуратно накинуть петлю себе на шею. Как только карабин защелкнулся, а дверь клетки осталась полностью распахнутой, внутри Бенни произошло нечто невероятное. Осознание не пришло мгновенно, но с каждым шагом по направлению к выходу пес будто сбрасывал с себя невидимый тяжелый груз. Поняв, что его не просто переводят в другой вольер, а выводят со всеми наружу, Бенни переменился до неузнаваемости.
Застенчивый, зажатый щенок в одну секунду превратился в сгусток чистой, фонтанирующей радости. Когда Бенни ступил в длинный коридор, где его ждала принявшая его семья, эмоциональный взрыв было уже не сдержать. Его хвост заработал с такой бешеной скоростью, что казалось, будто все тело пса виляет вслед за ним. Бенни не просто шел, он буквально подпрыгивал на месте, взлетая всеми 4 лапами над полом. Он подбегал к своим новым хозяевам, бросался к их рукам, заглядывал в глаза, словно не верил своему счастью, и переспрашивал: «Это правда вы? Я действительно иду с вами?» Пес на мгновение приостанавливался, прижимался мордой к ногам людей, впитывая первое тепло настоящей человеческой ласки, а затем снова начинал кружиться и скакать по коридору. Шум лающих вокруг собак, который раньше пугал его, теперь словно перестал существовать. Проходя мимо других клеток, Бенни на секунду задерживал нос, будто давая негласное обещание своим бывшим соседям, что надежда есть для каждого. Наконец, массивные двери приюта распахнулись, и на Бенни хлынул поток свежего воздуха, солнечного света и запахов внешнего мира. Выбежав на асфальтированную парковку, пес буквально сходил с ума от восторга. Он уткнулся носом в зеленый кустарник, жадно впитывая давно забытые ароматы травы и земли. Каждый его шаг по улице был наполнен экспрессией. Бенни кружился, трелся о ноги своих спасителей, подставлял животик и голову для поглаживаний и бесконечно вилял хвостом. Новые хозяева не могли сдержать слез и улыбок, наблюдая за этим ликующим танцем свободы. Скромный пес, еще полчаса назад сидевший в углу клетки с потухшим взглядом, раскрыл всю красоту своей искренней собачьей души. Когда у машины дверца распахнулась, Бенни без тени сомнения запрыгнул в салон. Усевшись на сиденье, он положил голову на окно и бросил последний взгляд на уходящие вдаль стены приюта. Впереди его ждал новый дом, где были мягкие лежаки, вкусные угощения, долгие прогулки в парках и, самое главное, бесконечная любовь людей, которые решили изменить его судьбу. Позже хозяева Бенни делились историями о том, как пес адаптировался дома. Из худощавого, пугливого щенка он превратился в статного, красивого пса с ухоженной, переливающейся шерстью и добрейшим характером. Он обожает спать на диванах, гоняться за белками во дворе и получать вечерние поглаживания. Но тот самый день, когда красный поводок перечеркнул мрачное будущее и подарил Бенни новую жизнь, навсегда остался в памяти миллионов людей по всему миру как символ надежды, спасения и всепобеждающей любви к животным.